Здравствуйте! Так как вы смотрите это видео, то скорее всего у вас возникли сложности при одевании внутренней пружины на манжету. В этом видео я покажу, как натянуть внутреннюю пружину на бак наиболее эргономичным и легким способом. У многих стиральных машинок передняя часть снимается. Например, у стиральных машин Bosch, LG, Samsung передняя часть снимается почти у всех. Рекомендую вам, если есть такая возможность, при одевании манжеты снимать переднюю часть, а только потом одевать манжеты. Перед вами стиральная машинка Vestel. У нее тоже снимается передняя часть. Но так как я хочу вам показать способ, как одевать манжету на машинках, у которых не снимается передняя часть, я снимать ее не буду. Но для того, чтобы лучше снять видео, было видно что, куда и как, я сниму переднюю панель. Но на самом деле снимать переднюю панель и верхнюю крышку при одевании манжеты не обязательно. Для того, чтобы было более удобно одевать манжету и пружину, надо стиральную машинку наклонить градусов под 45 и упереть в стенку, допустим. Это делается для того, чтобы у вас здесь возникло больше простора для того, чтобы одевать как манжету, так и пружину. Итак, наклоняете машинку и одеваете манжету на бак. Мы одели манжету на бак. Чтобы одеть пружину, в идеале хорошо бы манжету сделать вот так вот. Но не все манжеты туда заворачиваются. Некоторые можно. Так было бы удобнее, если бы она так держалась. Но это не всегда бывает. В принципе, это немножко помешает нам, но что поделать, как говорится. Итак, следующий наш шаг. Мы откручиваем УБЛ у стиральной машинки. Берем пружинку, берем отвертку, вставляем сюда, вместо УБЛ, зацепляем пружинку за отвертку. Придерживать можно, я по крайней мере, когда один ногой придерживаю эту отвертку. И то есть вот у нас пружинка на ней одета. Пружинка цепляется за отвертку и укладывается прямо вот в желобок манжеты. И так потихонечку натягивается по кругу. В общем, секрет прост. Пружинка держится за манжету, за отвертку, и с помощью некоторых усилий, так сказать, силы пальцев, силы нервов, мы укладываем пружинку в желобок, для нее предназначенный, по кругу. Конечно, и при этом способе есть сложности, потому что здесь в конце она довольно сильно натянута, и не всегда просто ее положить. Иногда, так сказать, пальцы устают и не могут бороться с пружинкой, но в целом все это можно сделать. Ну и последний шаг, вытаскиваем отвертку. Все, пружинка легла в свою канавку, и все хорошо.